как появился Мистер Бустер. Что за мошенники пришли тут с огромным стендом? Это было примерно так. Так быстро растем, что не успеваем привести все к порядку. С победами понятно. А что с провалами? Фейлов было очень много, особенно по старту. И 99 продуктов просто не умеют читать. Деньги вообще не мотивируют. Все смотрят на эти прекрасные ролики 1xbet. Конечно, можно, но зачем? В рамках именно аналитики у нас довольно-таки хорошая и сильная экспертиза. Финальный SaaS был около $5-7. Давай поговорим с тобой о трендах. Чтобы Мистер Бустер весь рынок, приходится, естественно, быть на стороне бизнеса всегда. Ты знаешь, когда у тебя на одном плече там демон сидит, на другом плече ангел, и они все время ругаются между собой. Сколько за этот год у тебя было клиентов, с которыми вы работали по каким-либо форматам? Их было очень много, больше 200, и даже, может быть, больше. Это все нетворкинг. Work-life balance, конечно же, поехал здесь, но Ридик, отвали. репутация Redcore, она помогла нам в том числе заявить в рынок, что мы не просто какие-то мошенники с улицы, и сейчас ваши деньги заберем и уедем куда-нибудь на Бали. Медийка работала, работает и будет работать. Всем привет. Сегодня мы записываем на Кипре очередной выпуск моего подкаста. И сегодня у меня в гостях SEO маркетингового агентства Мистер Бустер Леонид Пудов. Леня один из тех людей, кто действительно разбирается в медийке, умеет ее считать. У него очень интересная история. И поэтому начнем. Да, привет, Саш, спасибо, что позвал. Смотрел все выпуски. Все было очень интересно, интересный формат. Прям очень рад. Для меня это новый уровень. Кто больше всего запомнился? Больше всего запомнился Белянин, Роман Томаско и Джипси. Это половина из того, что вышло. Ну, почти, да. Давай начнем с традиционного вопроса. Расскажи о своем детстве. Откуда ты? С чего начинал? Как рос? Забирали ли тебя в обезьянник по молодости? Забирали ли. Так, я с Ленобласти, с Ленинградской области, с небольшого города, там население буквально 50 тысяч человек. На самом деле город считался в то время еще самый криминальный город в Санкт-Петербурге и в Ленобласти. Его называют город Волхов. Знаю. Что себе рассказать? В детстве я был, такой немножко, может быть, хулиган. Но в то же время я хорошо учился, потому что родители были строгие, заставляли посещать всякие спортивные секции и в том числе физмат. Чем занимался по спорту? В городе было 2 кружка, по сути, которые самые популярные. Это лыжи и бокс. Занимался и тем, и тем. Понятно. Давай, наверное, перейдем к твоей самой первой работе. Что это было? Самая первая работа была на мойке. То есть это было самая первая работа была в магазине электротехники. То есть я работал у друга отца, помогал там как грузчик, помогал именно как продавец, это все. То есть после школы приходил в магазин, в выходные там работал. То есть в то время это был 6-7 класс. Нормально получал, какие-то карманные расходы, в принципе, было неплохо. Что было дальше? Дальше я больше занимался учебой, потому что как раз-таки уже был период, когда нужно было куда-то поступать. И в то время как раз-таки начал немножко погружаться вообще в диджитал. Именно сфера SEO была интересна, потому что было интересно понять, как вообще создаются сайты, откуда, как можно на этом зарабатывать и так далее. В то время еще был прекрасный ЮКОС. Женя, привет. Я думаю, все помнят этот прекрасный сервис для создания сайтов. Пробовал делать первый сайт, и в то время еще играл, кстати, в компьютерные игры. Во что играл? World of Warcraft. То есть не Warcraft, а именно World. Поэтому Дима зашел. Да. То есть на игровой тематике, да. Очень много было сайтов про игровую тематику. Начал делать. Естественно, там не особо что-то получалось, на самом деле. Первые, так сказать, успешные проекты в SEO-шке были позже. Были уже в года универа, и это было связано именно с финансовой тематикой, то есть это Форекс, бинари, крипта. Помимо всего этого делали еще там сайты всякие про животные, про машин. На AdSense? Смотри, зарабатывали на партнерках. То есть это был какой? А как вы животных монетизировали? Животные, это мы просто, создавали, размещали в то время еще RCA. С AdSense было сложнее, потому что там, вывод был денег, если я не ошибаюсь, там... Чеками, я помню. Да, сложно. В основном было это RCA. Но это было так, как пробники. Большая часть именно заработка, как если это можно так назвать, она была именно с партнерок по бинарям и по Форексу и по крипте. Как раз-таки в то время
Первые сайты прям выстрелили в каком 15-16 году. Там были по 5К посетителей в сутки, ну, то есть неплохие сайты. И это все связано именно с ростом интереса к крипте, не только к биткоину, но там к эфиру, криплу и так далее. Вот. И в этот момент мы как раз-таки начали плодить сайты, и неплохо получалось сделать такие сетки. Почему перестал? Не перестал. Странный вывод. Трансформировался. Да, трансформировался. Короче, в жизни было очень много странных поступков, когда я просто прекращал что-то делать, и непонятно почему, потому что либо же просто переставал гореть этим, либо еще что-то. Вот. И просто отдал напарнику, другу, с кем это все делали, оставил себе какие-то партнерки, там доход до сих пор, может быть, падает, я особо не слежу за этим. И в этот момент как раз-таки перешел больше в работу в геймблу. В геймблу, в iGaming, именно в in-house историю именно под байинг. Давай, расскажи свою историю с самого начала. С чего начинал в геймбле? Я перешел в Бинари. А что за компания? NDA? Да, NDA не будем называть, но цветовая гамма, она схожа на самом деле с бустером. Я думаю, те, кто разбирается в бинарях, либо же работает с бинарями, не поймут. Я работал, но я не знаю. Черно-желтые, не так много. Вот, я был там первый сотрудник, который пришел, и как раз-таки был SEO, был CTO, был head аффилиатки, и вот я. И мы четвером запускали проект, запускали партнерку, продукт, набирали команду всю. То есть в этот момент как раз-таки начался вот этот приток задач и развитие для себя, потому что я развивался не только в плане аффилиатки, в плане байинга, продуктовой истории и многое другое, потому что мало людей, все делают много всего подряд. Неважно, там, ночь, выходные там, и так далее, ты делаешь все. Вот. Но это, на самом деле, помогло, так сказать, получить экспертизу, в том числе, например, в технической составляющей. Ну и развить в целом харды, которые касаются и трафика, и продуктовой истории. Вот. После того, как развили этот проект, он до сих пор существует, на самом деле, я уже ушел работать в геймблу. Как ушел, не секрет, нетворкинг, друзья. Друзья работали активно в геймбле на позиции CMO, как раз-таки в одном лицензированном iGaming продукте, назовем это так. Вот. И позвали к себе развивать именно байинг. То есть я пришел на позицию лида, дорос до позиции хода, но у меня в подчинении было там инфлюенс-маркетинг, и SEO-шка, и классический байинг, тоже разделенный на Black Hat историю, на белую историю, потому что были государственные лицензии. Плюс была еще команда разработчиков. То есть мы именно в in-house сделали свои решения, которые помогают байингу, и в том числе потом их выводили, так сказать, в рынок как отдельные продукты. А дальше была история, когда мы с тобой познакомились. Расскажи о том, как появился Мистер Бустер и что для тебя стало ключевым, когда ты перешел с роли хода медиабайинга на позицию SEO. Давай начнем по порядку. Как сетапился Мистер Бустер? Ну, это все нетворкинг, то есть, да, я уже, по сути, перестал работать в продукте в одном на позиции хода, ретаргетинга и байинга. Далее на Кипре познакомился с ребятами, которые как раз-таки занимаются медийкой, занимаются, так сказать, рекламой на сайтах с видеоконтентом. Появилось предложение идеи, начали общаться более плотно. Дальше появилось предложение идеи создать некий продукт, который будет в себе собирать и предоставлять услуги не только по медийке, но и по всем остальным взаимозаменяющим направлениям. Например, та же SEO-шка, потому что это прям активно эффектит медийка на SEO-шку и так далее. Вот. По ретаргетингу, по инфлюенс-маркетингу, так сказать, создать агентство с большим спектром услуг того, чего сейчас нет на рынке. Ну, они есть, но экспертиза обычно таких агентств ограничена каким-то своим сорсом. И зачастую она сильно преувеличена, они думают себя лучше, чем они являются на самом деле, и там продуктовая экспертиза сильно выше. А если говорить про медийку, давай начнем с самого начала. Вот, наверное, на момент выхода подкаста Бустеру официально будет уже больше года. Первый раз вы были представлены на выставке Sigma в Дубае. Можешь рассказать вот первый опыт выставки, то есть новый бренд, который никто еще не знает, он еще не под крышкой Redcore. Как это было? Что за мошенники пришли тут с огромным стендом? Это было примерно так. На самом деле будет 1,5 года уже почти, по сути. Ну, с момента начала сетапа, с момента выхода в рынок я буду про это. В целом, да. Да, то есть первая конференция, она была на самом деле мега круто. Мы поехали небольшим составом людей, там было около 13-14 человек, еще сейлс-команда не была так сильно сформирована у нас, и мы не знали, чего ожидать.
Вот. Первая конференция, огромный стенд в центре зала. Плюс в этот момент у нас вышел новый продукт, связанный с интерактивным баннером на Твиче. Как раз я про это тоже рассказывал на Маке. На метапе. На метапе, да, сори. Вот. И в этот момент мы его презентовали на конфе. Был ажиотаж людей, то есть мы собрали там 400 плюс контактов, из них, релевантных тоже было на самом деле очень много, и все 2 дня, если не ошибаюсь, за 2 дня была конфа, там у нас постоянно у стенда тусовался народ, все хотели с нами поговорить, познакомиться, понять, откуда мы, что мы предоставляем. Очень было много людей, мы прям устали. Если говорить про переломную точку в развитии Мистера Бустера, то какой момент ты можешь назвать? У меня вот есть свой, мне интересно твое мнение. Переломный момент в развитии Мистера Бустера. Скорее всего, это связано с тем, что мы как стартап, так сказать, стартанули, не успели, с учетом того, что очень много появилось клиентов, лидов, перешли уже в стадию из стартапа в компанию, прям полноценную компанию взрослую со своей математикой и так далее. И вот мы не успевали, так сказать, вот за этими моментами. Я думаю, что вот это вот переломная точка для нас. Почему ты не думаешь на Лиссабон? Потому что когда вы начинали, собственно, ты сам сказал о том, что вам не верили, то есть там вам считали, что какие-то странные ребята предлагают ретаргетинг, предлагают медийку, предлагают рекламу на киносайтах, там резняк. И там, на мой взгляд, когда я там видел рынок, то есть я увидел рост клиентов, это Лиссабон, когда был официально объявлен Redcore, то есть и Мистер Бустер появился в нашей зоне, и, собственно, после этого у многих клиентов отпал вопрос о том, что можно ли вам доверять или не доверять, то есть и пошел прям рост в экспоненте. Да, репутация, конечно же, вопросов ноль. То есть репутация Redcore, она помогла нам в том числе заявить в рынок, что мы не просто какие-то мошенники с улицы, и сейчас ваши деньги заберем и уедем куда-нибудь на Бали. Вот, то есть это да, согласен, здесь есть такое. То есть после Лиссабона, после того, как в августе мы присоединились к группе компании Redcore, вопросы о том, кто мы такие, что мы такое, в большей степени отпали. А если говорить про суперсилу, у любого бизнеса всегда есть определенный объем экспертизы в какой-то области. Вот какую суперсилу ты можешь выделить в Мистер Бустере? Аналитика. Я не буду выделять отдельно там медийку, либо же ретаргетинг. Я бы поверхностно сделал бы аналитика, потому что в рамках именно аналитики, продуктовая, трафиковая, маркетинговая, у нас довольно-таки хорошая и сильная экспертиза со стороны команды, со стороны вообще нашего продукта. А как же продуктовый подход, учитывая о том, что вы тренировались на собственных брендах, то есть изучали и продуктовую часть, и сам всю мат-часть, и аналитику, и, по сути, то есть вот этот скомпилированный опыт вы транслируете в рынок, и вот это стало суперсилой. Согласен. Я это все отношу к аналитике, потому что продуктовую аналитику мы всегда тоже добавляем, да. То есть команда работала по большей степени и в агентствах, и в in-house брендах, и то есть опыт довольно-таки широкий. И как раз-таки эта аналитика, она полностью является нашим, мне кажется. А если говорить о команде, то какая она сейчас? Сколько людей? На текущий момент 120 человек примерно. За год? Да, то есть активный рост начался после Сигмы, то есть когда мы первый раз выставились со стендом, потом пошел приток клиентов, и мы прям начали активно набирать. На текущий момент там 120 плюс-минус человек. Большая часть команды — это SEOшники, у нас большая, прям огромная команда SEOшников, и медиабайинг, который именно под ретаргетинг, потому что у нас своя in-house команда, которая занимается ретаргетингом. 120 человек, там для года работы это много. Да. Расскажи, а по каким хардам и софтам ты выбираешь сотрудников? Чтобы подходили душевно. На самом деле, весь руководящий состав я подбирал под себя. То есть под свой вайб, под свой, так сказать, стиль работы, общения и так далее. То есть у нас именно такая экологичная атмосфера внутри команды. Вот даже пример. Недавно, там буквально на той неделе, HR приносили мне статистику по удовлетворенности сотрудников, ENPC, или как он там называется. И там у нас за последний квартал был 75-74%, то есть очень высокий процент. Нет текучки, народ доволен. Как подбираем? То есть мы создаем внутри команды, внутри всех отделов хорошую экологичную атмосферу, делимся целями, которые стоят со стороны бизнеса, со стороны нашего проекта, со всеми сотрудниками. Все сотрудники важны, все участвуют в наших страцессиях, в наших собраниях, в наших каких-то мозговых штурмах, которые мы тоже организовываем. Сплоченный коллектив. То есть команда очень важна.
Ты говоришь, про команду важна, но я как человек, который знает, как ты ревностно относишься к PNL и к прибыли, расскажи, как это вяжется с твоим подходом к управлению командой, о том, что мы там экономим, сюда не идем, на эту выставку тоже не идем, поедем делегатами и все остальное. Ты знаешь, когда у тебя на одном плече там демон сидит, на другом плече ангел, и они все время ругаются между собой. Сложно, на самом деле, я согласен. Да, есть такое, это очень сложно, но приходится, естественно, быть на стороне бизнеса всегда, потому что, ты не можешь делать так, чтобы все были довольны, и там, например, проект, компания была в минусе. Приходится делать какие-то решения, которые не нравятся сотрудникам. Но, как я и сказал ранее, в принципе, уровень удовлетворенности сотрудников, он очень высокий, пока что везет. Слушай, это, в принципе, отличительная особенность C-левела, когда он смотрит на любой бизнес с призмы интересов именно бизнеса, понимая о том, что то есть он отвечает за результат, то есть результат влияет на его PNL-ку, PNL-ка влияет на его непосредственный доход, то есть и все это в совокупности влияет. То есть можно быть довольно мягким, то есть, но бизнесово относиться ко всему, что происходит. Да, конечно. Вот даже пример. У нас есть определенные бенефиты для сотрудников, и каждый там квартал, когда мы проводим собрания какие-то, мы прям говорим в открытую, что мы достигаем таких-то целей, либо же в процентном, либо же в денежном эквиваленте. Мы вводим такие-то новые бенефиты. И там раскладываем дальше так сказать, по целям, по командам, чтобы каждый видел, что ему нужно сделать для того, чтобы, так сказать, достигнуть этих целей, чтобы получить эти бенефиты. Полноценная обратная связь – это то, что отличает классного руководителя от обычного менеджера, то есть который занимается своей работой. Прошел год. Сколько за этот год у тебя было клиентов, с которыми вы работали по каким-либо форматам? Сколько вообще в тотале приходило клиентов, их было очень много, там больше 200 и даже, может быть, больше. Клиентов, которые сейчас остались работать с нами, прям активных, постоянных, которые берут там ту же SEO-шку, медийку, ретаргетинг и так далее, там в районе 50-60 клиентов. Когда мы запускались, мы думали, что все просто, там все будет как у нас, там берем код, ставим его за 2 недели, дальше запускаемся. То есть у тебя очень много клиентов находится в интеграции. А сколько их? Слушай, да больше половины, на самом деле. Больше половины клиентов. От того, что есть активные, это активные, которые уже запущены. А еще половина этих клиентов, даже больше, на самом деле, на этапе интеграции. Если мы говорим про тот же ретаргетинг, про медийку, либо же про SEO-шку, много чего мы ждем, либо же помогаем, пытаемся решить, помочь на стороне продукта. Связано там, например, у всех продуктов разный фронт, по сути, разная внутрянка. Да? Мы очень глубоко погружаемся именно в то, чтобы помочь клиенту с фронтовой части, например, если там требуется установить какие-нибудь пикселя, либо же ивенты для ретаргетинга. То есть мы прям полностью погружаемся туда, помогаем. То есть есть отдельный веб-аналитик, который может там выйти на колл, объяснить клиенту, что куда нажать, помочь полностью. Но, естественно, он не может там взять все с нуля, настроить, и вот в этом затык затык в том, что все продукты разные, и не всегда получается очень оперативно что-то настроить. Поэтому такая большая очередь. Лень, а можно сказать про твои открытые вакансии? У тебя их, я знаю, что много. Каких людей не хватает в рынке, которых ты дольше всего ищешь? Дольше всего. Наверное, я выделю 2 направления. Это SEO-шка и ретаргетинг. Именно медиабайера под ретаргетинг. SEO-шка, потому что мало очень специалистов хороших, которые работали. Вакансии, резюме есть, то есть, но уровень специалистов сильно ниже, чем есть. Очень сложно найти специалистов, которые вписываются, так сказать, в нашу компанию, в наши правила, в наш ритм, потому что ритм очень высокий. Это если мы говорим вообще в целом, да. Про ретаргетинг очень мало компаний, которые работают вообще с этим направлением, либо же эти специалисты хорошо сидят в одном месте и не хотят уходить. На самом деле, там, насколько я понимаю, то есть большую часть из них ты воспитываешь, потому что они приходят с определенным набором знаний, то есть ту экспертизу, которую мы накопили там за время работы, там и на себе, и на сторонних клиентах, она значительно больше, чем то, о чем знают рынки, и там людей, которые понимают все сходу, я таких не знаю. Да, разумеется. Текущий состав ретаргетинга, команды под ретаргетинг очень такой сильный. И мы сейчас, даже активно набираем джунов, взращиваем их, обучаем, лояльные остаются, работают с нами дальше. Сколько времени уходит от джуна до специалиста, который может работать самостоятельно? По-разному. Например, есть кейсы, когда у нас приходили вообще ребята
просто нулевые, то есть они вообще не работали толком с трафиком, там, с аффилиаткой что-то пересекались, они взращивались там за 4-5 месяцев. Вот, есть кто подольше. 4-5 месяцев с джуна до мидла — это очень хорошо на самом деле. А какие кейсы из того, что делал Бустер, ты вот можешь прям выделить, сказать, что вот я горжусь этими кейсами? Кейсов на самом деле очень много. Мы все публикуем. Давай из тех, которые я помню, которые прям очень хорошо взлетали, это собственные бренды, которые есть. Нацис Регион, когда мы прокачивали через медийку, через SEO-шку и инфлу, именно брендовую историю по продукту, когда уже продукт пришел, грубо говоря, у него затык, нет роста, нужно как-то дальше расти. И мы через медийку, как раз-таки через эти каналы трафика, раскачивали бренд за короткие промежутки времени, полгода где-то было. И финальный SaaS, Customer Acquisition Cost, при условии, что мы все настроили по SEO-аналитику, все креативы отсняли отдельные, был около $5-7. Для этой рекламной кампании мы отдельно снимали креативы с актерами, локализовали их под местный рынок, не будем говорить какой, СНГ. Вот. Сделали отдельные офферы, отдельные промокоды, то есть полностью настроили рекламную кампанию под этого клиента, и финально получилось $5. С победами понятно. А что с провалами? Вот можешь назвать свой самый такой большой фейл в рамках Мистера Бустера? Фейлов было очень много, особенно по старту, когда мы не до конца понимали, как выстраивать KPI и как правильно доносить информацию до клиента. Вот. Например, самый последний из факапов, который такой был серьезный, привел к тому, что мы потеряли клиента. Это SEO, Гео Германия, если я не ошибаюсь, либо DACH-регион, да, DACH-регион. Получилось все так, что клиент ожидал одно, в KPI мы прописали другое, мы ведь видели KPI, например, с одной стороны, он видел их с другой стороны, KPI завязаны именно на выход их бренда и сайтов-сателлитов в топ на определенной позиции через определенный период времени. Клиент понял результат в одном ключе, мы понимали результат в другом ключе, не смогли договориться и в итоге потеряли клиента. Это все связано как раз с тем, что на старте работы, когда только начинали, так сказать, коммуницировать с этим клиентом, плохо донесли всю информацию касательно того, насколько это сложно, либо же как мы будем это все трекать, потому что тоже замер результатов, он может отличаться, например. Одни будут замерять по одному инструменту, другие замеряют, просто заходят сами в поиск и смотрят, под резидентскими проксями, либо еще что-то. То есть момент донесения KPI и утверждения этих KPI с клиентами, это был для нас, наверное, самый такой большой факап. Слушай, факапы мы совершаем все, то есть если посчитать, сколько денег мы переплатили за брендак за 10 лет, и если бы это понимание того, что SEO-шку нужно делать in-house, пришло бы маленько пораньше, то есть мы смогли бы очень сильно сэкономить на запусках брендов, понимали бы, как защитить выдачу. Даже сейчас, если говорить про крупных клиентов, совершают одни и те же детские ошибки. Выбирают название, по которому выдачу есть конкуренция с звучными словами, не регулируют торговые марки, не занимается защитой бренда. Это куча ошибок, на самом деле, прям таких детских, то есть, которые вроде бы все логично, все понятно, то есть, но они их допускают. И вот когда продукт упаковался, и мы увидели на первых 2-3 клиентах внешних результат того, что можно все-таки обойтись и без внешней брендовой SEO-шки, то есть для меня это было открытие, что моя теория верна. Да, большинство клиентов, большинство продуктов сейчас думают, что брендовый трафик они могут просто отдать партнерам, они его заберут, им не нужно вкладываться именно в SEO-шку, в эти сателлиты, в то, чтобы взращивать брендак и забирать его себе. А по факту брендовый трафик, по сути, имеет самую большую ROI, он быстрее всего окупается, если вообще посмотреть на все это, да. И очень странно, конечно же, что не все понимают, как с ним работать. Просто если берем, допустим, одно из геоцис, и среднюю ценник за 1 FD-шку по бренду $25-30 в рынке, то тому же Буствину обходится в $3. То есть это прям заметная разница. То конечно, есть, конечно. А если посчитать объем нулей, который мы переплатили, то есть мне становится обидно маленько, что я не понимал, как это делается раньше. Да, согласен. А если говорить про основное ваше направление, это медийку. На самом деле медийку воспринимается в рынке как что-то эфемерное. Есть какая-то реклама, какой-то объем показов, какой-то объем уников, какой-то объем переходов, лидов. Но это невозможно читать, потому что перформансом оно не отбивается. Расскажи о своем взгляде на медийку, то, как ты смотришь на нее, и дальше уже продолжим эту тему.
Медийка работала, работает и будет работать. Вот. Главное это то, как ты ее считаешь. То есть главное это аналитика. В маркетинге аналитика это must-have. То есть сквозная аналитика для медийки, она прям необходима. Это история про то, как растет бренд awareness, про то, как растет узнаваемость вашего продукта на рынке. И самое основное, как я уже сказал, это считать правильно все это добро. Например, там та же постью-аналитика, которая как раз-таки является must-have для медийки. Вот. Она может помогать вам считать то, сколько приходит новых пользователей, то, сколько вы можете реактивировать, либо же касаться вашей аудитории. Все вот эти инструменты, они сейчас уже доступны на рынке, они с каждым днем развиваются. Они, конечно, доступны на рынке, то есть, но основная аналитика всегда лежит на продуктах. И там, зная о том, как это происходит в рынке, 99 продуктов просто не умеют читать. У них нет истории по тому, чтобы трекать там классическое введение промокода. У них нет возможности отслеживать возврат аудитории после определенного периода неактивности. Они не сильно понимают, что такое пост-view. Они боятся ставить там пиксель, там не только, если мы говорим про вебораму, то есть, но там и просто гугловские, даже просто интерпретировать результаты. Это была та проблема, которая тормозила рынок. И, собственно, там, будем честны, я тоже очень долгое время думал, что нафиг нам медийка, мы умеем перформанс. То есть, но там со временем, вот, собственно, когда мы начали с тобой вместе очень плотно работать, то есть я свое мнение поменял, и сейчас я считаю, что без медийки запускать продукт, конечно, можно, но зачем? Рано или поздно придет тот момент, когда ты уже должен пробовать и другие каналы привлечения трафика, в том числе как раз-таки медийка, это, как я сказал, базис. Вот. Что касается именно постью аналитики и то, что не все продукты умеют ее настраивать, либо же хотят ее настраивать, это факт, да. Потому что нет в открытом доступе информации вообще, как это делается, и экспертов, которые с этим работали, на самом деле тоже очень мало. А с помощью постью трекера, Google, Webорама, неважно, можно на самом деле настроить все так, чтобы видеть прям полностью путь пользователя с медийки и понимать, насколько он тебе приносит денег, либо же насколько вообще медийка эффектит на твои другие каналы трафика. Но по вебораме ты это не увидишь, ты это увидишь в продуктовой аналитике, если ты будешь делать, а веборама даст тебе возможность там отследить какую-то конверсию, она же не получает данные о том, сколько было редепов, то есть... Ты можешь забирать оттуда информацию, то есть можно настроить постью аналитику так, чтобы веборама просто трекала все конверсии, которые тебе нужны, а дальше ты из веборама, например, из того же Google Campaign будешь забирать себе всю эту информацию в продуктовую статистику, например, в тот же BI, в табло, допустим, и сводить там всю эту аналитику. То есть, например, трекать все логины, трекать все визиты, регистрации, и дальше уже на стороне продукта все это сводить. То есть это вполне можно сделать. То есть здесь, по сути, две стороны медали. Первая сторона медали – это настроить всю постью аналитику совместно, там, например, с веб-аналитиками. И вторая – это с продуктовыми аналитиками все это добро свести и сделать прям нормальный репорт. Лень, а давай маленько углубимся в одну скучную тему. Это в ретаргетинг. Ну, если кому-то она скучная, это мне интересно, потому что непонятно, но как раз дьявол в деталях, то есть это то, собственно, что мы считаем там твоей, моей, там нашей заслугой там за последний год, в том, что мы смогли эту историю раскурить. Расскажи, то есть вот как менялся ретаргетинг с точки зрения технологичности там за последние 5, 7, 10 лет? Давай на примере того же, сегментации пользователей, да. То есть как было, например, там 6, 7, 8 лет назад, те подходы, которые использовались, они были максимально просты. То есть в основном работали с ретаргетингом, там, с сегментом non-FD. Non-FD и non-rec. Non-rec такой менее успешный сегмент. И пользователи, которые зарегистрировались и не сделали депозит на вашем продукте. Плюс дополнительно можно было запускать и на другие сегменты, но всегда были одни и те же креативы, никакой персонализации в них, к офферу, который предлагается и так далее. Плюс сама технология и методы, так сказать, аналитики, они были довольно-таки поверхностные. Например, что было раньше, что сейчас. Пример. Да, сейчас, допустим, базовые сегменты в ретаргетинге — это non-FD, активная база, неактивная база, со 2 там, по 5-6 депозит, плюс делаются отдельные сегменты под спорт, под пользователей, которые увлекаются спортом, под пользователей, которые, например, интересуются турнирами определенными, акциями и так далее. То есть это все сегменты. В целом сегментов в рамках одного продукта может быть там 20-30 сегментов. У каждого сегмента свои креативы, свой персонализированный оффер, либо же свой месседж, по которому пользователь возвращается на продукт. Свой KPI, то есть отдельно для каждого сегмента мы считаем
так сказать, цену реактивации, либо же цену выполнения нашего целевого действия. Например, non-FD — это совершение первого депозита, non-active — это возврат пользователя назад, то есть совершение ставки, либо же пополнение денег, то есть редепы и так далее. А активная база — это, по сути, то же самое, это либо же бетсы, либо же повторные депозиты, но с более сжатым окном атрибуции, потому что активная база, она и так регулярно уже играет. Вот. Например, со 2 по 5 плюс депозит, это, естественно, будет целевое действие 2, 3, 4, 5 депозит. И далее, что сейчас появляется в плане технологий, в плане того, что, например, не было раньше, это, естественно, тот же, например, cookie-sync, насколько он важен, да? Я бы добавил в тренд до следующего года, потому что объем cookie-sync в 2024 году и 2026 году будет отличаться там в 3-4 раза, потому что сетки понимают, для чего нужно, они понимают о том, что это влияет напрямую на выкуп трафика, Конечно. на его процент и, собственно, на точность попадания в аудиторию. Потому Конечно. что он гораздо точнее, чем фингерпринт. Да, то, как твоя аудитория перетекает с одного сегмента в другой, во второй, в третий, четвертый, пятый, шестой, по сути, как только пользователь посещает твой сайт, он уже должен попадать в первый базовый сегмент, нулевой сегмент — это non-rec. Далее он попадает в сегмент non-FD, во второй, в третий, четвертый, пятый депозит, в активную базу, non-active и так далее. И важно то, чтобы с каждого сегмента он вовремя выходил. Это все делается, естественно, на стороне рекламной сети, настраивается на стороне рекламной сети, источника трафика, и на стороне продукта. То есть правильно вот это обмен данными, назовем это так. Не будем вдаваться в детали, назовем это так. И важность этого заключается в том, чтобы вовремя показывать конкретному юзеру конкретное предложение. То есть если вы будете, например, активной базе показывать какой-то, например, оффер для non-FD базы, там, где у вас там welcome offer, им это не интересно, и вероятность того, что он вернется, либо же что-то сделает, нет. Возможно, даже будет какой-то негатив, потому что лишний раз показываете то, что он уже это видел, зачем ему это надо. Ну и плюс при подсчете непонятно будет, насколько это целесообразно. Вот. Поэтому важность именно обновления базы очень важна. У меня был успешный опыт конвертации кликандров и там попсов с Трафлаба на Якоме. Тогда у меня по вайлдам был CPM $100 за 1000 кликандра. Это было типа супер-мега круто. И я прям грезил тем, чтобы сделать эту историю в iGaming. То есть, но учитывая о том, какие были раньше технологии, там и там ни Google, ни Facebook глобально не давали этого сделать. И, по сути, последние пару лет стали драйвером этого рынка. И ретаргет, несмотря на то, что он классно работает, позволяет возвращать аудиторию, позволяет получить цену за возврат аудитории дешевле, чем стоит e-mail, если переводить на все расходы, там, платформа, сотрудники, там, база, прокси, прогревы, все остальное. И, собственно, как ты к этому пришел? Первый свой опыт работы с ретаргетингом, вообще первый раз, когда я с ним соприкоснулся, это было 17-18 год. Это были первые как раз-таки эксперименты ручной выгрузки. Просто загружали, грубо говоря, IP-шки по юзерам, запускали на них ретаргетинг. Естественно, это все вот так вот было пальцем в небо. Какой сорс был? Всякие сетки, такие тизернеты, адал сетки и прочее. Вот. И, естественно, выхлопа это особо не давало. Ну, плюс не умели это нормально считать. То есть видели какие-то депозиты, какие-то регистрации, и все, и думали, что это все шикарно. Далее уже пошел опыт более серьезный. Это когда я начал работать с лицензированными рынками UK, Швеция, Румыния, Болгария там, и так далее. Вот. И открылся Facebook, открылся Google. В то время еще там можно было что-то на самом деле делать по ретаргетингу. Вот. И это был первый опыт, когда мы начали, так сказать, сегментировать базу, начали джойнить ретаргетинг с ретеншеном, потому что ретаргетинг, по сути, очень плотно связан с ретеншеном. Вот. Начали проводить какие-то эксперименты, начали погружаться в аналитику, строить гипотезы, как это все можно анализировать, оценивать. И вот после этого пошел первый опыт. Сейчас, естественно, если заглядывать, например, тот же 17-й год, я вижу, как ретаргетинг развивается с каждым годом. Появляется больше технологий, появляется больше рекламных сетей, либо же DSP-шек, которые предоставляют ретаргетинг, появляется больше экспертов самих по ретаргетингу. Вот, даже, например, в рамках бустера у нас отдельная команда по ретаргетингу, мы стабильно набираем туда людей, и каждый человек, который приходит, он вносит что-то новое там, в плане источников трафика для ретаргетинга, в плане каких-то подходов и так далее. И это все очень круто, и я вижу, как это развивается, мне прям очень нравится. А если говорить про сорсы, то есть у тебя сейчас есть
два in-house продукта. Первое – это Retarg, а второе – это Ritara. В чем разница? Retarg — это наша полноценная self-service платформа, на которой вы можете настроить ретаргетинг, либо мы за вас это все сделаем. Кто-то из рекламы хоть сам пробовал настраивать? Всем нравится сам факт того, что есть типа self-service, а сами настраивают очень редко. Прям единицы, возможно, там единицы из 100. Вот. Это все, что к Retarg подключена вся история по OpenRTB, все, что есть в OpenRTB, в аукционе, все, что крутится на рынке вообще в любых сетках. И плюс наш трафик тоже самое заведен туда. Что касается Ritara, это более такой типа внутренний проект, который мы еще не готовы выводить в рынок. Ну, возможно, в ближайшее время тоже это сделаем. Я его очень жду, потому что охват по ЦИСу там 80 миллионов, охват по миру 240 миллионов в месяц уников. Это то, что, в принципе, сравнимо с там, классическим ретаргетингом, а учитывая степень вовлеченности аудитории, то есть это же не попсы, это прероллы, это брендосы, это стикеры, какие-то другие медийные форматы, которые позволяют лучше цеплять аудиторию. Я очень жду, когда появятся первые результаты, потому что там даже говорить про ту же медийку, рекламу на киносайтах, я тоже этим очень долго грезил. Я всегда смотрел на Joy, на иксов, и хотелось, типа, как вы так делаете, я тоже очень сильно хочу. И когда мы умудрились всю эту историю поставить на правильный лад аналитики, научились считать и тупо с врезняка отбиваем перформансом с QR-кода наше размещение, то есть я считаю, что это круто. Ну, конечно, да. То есть все смотрят на эти прекрасные ролики 1xbet и так далее. Все хотят так же. На самом деле сама тема ретаргетинга медийки, она плюс-минус схожа в плане аналитики, потому что методы подсчета и методы анализа, они прям схожи. Добавлю, что основное отличие между ретаргом и ретара, конечно же, да, это форматы. То есть там в ретара у нас будут новые форматы, которых нет в ретарге, и новые источники трафика. Окей, а если говорить про технологии, то какие направления ты хотел бы дальше развивать в бустере в будущем? Я понимаю о том, что там вы ограничены временем, какими-то там хотелками, бэклогом от Ридика на пару лет вперед, который приходит в субботу вечером. Если бы ты мог отдать все, что есть сейчас на твоих сотрудников и выбрать, чем ты будешь заниматься, то чем бы ты занимался, каким направлением? Блин, я бы все равно оставил бы ретаргетинг, потому что новые источники трафика, именно подключение каких-то новых источников. Тот же, например, аудиоретаргетинг, да, что-то новое, интересное, что можно было бы попробовать. Какие-то другие способы для ретаргетинга, потому что сам ретаргетинг по себе, он мне очень нравится. Именно сама концепция, сама идея. Вот. Второе, наверное, больше занялся бы аналитикой, потому что все равно душа прям лежит к аналитике, к анализу не только именно трафика, но и вообще в целом, типа продуктов, рынков и так далее. То есть я думаю, что два вот этих поинта. Давай поговорим с тобой о трендах. То есть ты давно в интернет-маркетинге, давно в iGaming. Что в ближайшие годы ты видишь будет меняться на нашем рынке там, в плане там, трафика, в плане подхода, в плане всего? Давай, выделю несколько тогда. В первую очередь, это бюджеты, а гейминг-продукты начнут, я думаю, более тщательно следить за бюджетами на тот же перформанс, и, возможно, здесь как раз-таки будет выстреливать история с ретаргетингом, потому что это помогает вам сэкономить деньги и получить больше максимума от той аудитории, которую вы уже привели, на которую вы уже потратили деньги. С другой стороны, я думаю, что история именно про медийку, про брендовую историю, она тоже будет расти, потому что, например, смотрим на Стейка, смотрим на другие криптопроекты, которые прям активно тоже лезут в медийку, в спонсорство, в амбассадорство, оно прям очень сильно развивается, я думаю, что это тоже, эта часть будет расти. Но она по большей степени тоже завязана, на самом деле, как и с привлечением, так и с ретаргетингом, так сказать, с возвратом вашей аудитории, чтобы лишний раз напомнить о себе. И третье, я думаю, что очень много будет, во многих, так сказать, вопросах будет привлекаться искусственный интеллект. Не только в плане там, креатива, в плане создания какого-то кода, например, операционной деятельности, не знаю, там, общения с клиентами, возможно, почему бы нет. Потому что текущее, то, что происходит, например, с AI, ну, это прям... А сами используете его в работе? Конечно, конечно. Даже есть, на самом деле, веселые примеры. У нас есть head buying, и он
специально взял отпуск для того, чтобы отдохнуть и навейп-кодить CRM-ку для своей команды, для команды, которая работает с Фейсбуком, не только для ретаргетинга, но и для перформанса. И там в течение недели сделал какой-то MVP базовую версию через вейп-кодинг, через AI-ку и презентовал нам. Сейчас он ее, конечно же, доработал, мы ее активно используем в работе. В целом искусственный интеллект, естественно, используем не только для разных вообще направлений, для создания креативов, для упрощения операционной деятельности. Ресерч, да, то есть именно активно используем во всех направлениях. Я поддерживаю, что за яичко это огромный глобальный тренд, который, в принципе, влияет на все, и на обычную жизнь, на разные сферы, то есть и на маркетинг в том числе, позволяет там оптимизировать, ускорить работу во многих областях. Я помню прообраз бустера, такой, как он был там 10 лет назад, это агентство Advice. Собственно, оно жило на своих связях, также жило на своих продуктах, которые давали ему якорный объем. У них было 4 топовых киносайта: Баскина, Киного, HDRS, кто-то там еще был, Баскино говорил. Было, то есть, и там на этой основе, то есть они собирали примерно там 60-70% всего трафика, который был там в CIS-сегменте, и активно его продавали. И, собственно, я знаю их обороты там, и учитывая, что вы там за год их обогнали по тем цифрам, которые я знаю, там, да, то есть для меня это там что-то такое, что вы там идете в правильном направлении. А какие еще, может быть, челленджи ты ставишь перед собой на 26-й год? Правильно сказал, про Advice это было. Ладно, не будем говорить про конкурентов. Плохо. Челленджи, связанные про работу, да. Первый челлендж – это, конечно же, чтобы наше агентство вышло в топ. В топ чего? В топ именно по... Все знали про Мистер Бустер. Сейчас не секрет, еще не все знают, но надо, чтобы знали все. Поверь, после этого подкаста знать будут все. Это радует. Чтобы все знали, что за агентство, чтобы каждый приходил к нам за услугами, все были довольны. Это прям цель номер один, так сказать, чтобы Мистер Бустер, материться можно, да? Конечно. Выебал весь рынок, вот. Это цель номер один. Вторая цель, конечно же, связанная... как мы говорили, типа я интроверт, который переходит в экстраверта, это все, что касается выступлений, конференций, все, что касается именно личного развития. И как раз-таки вот это личное развитие поможет развитию бустера, в том числе для выполнения первой цели. Вот. Третья цель. У нас очень много услуг появляется и появилось вообще за год. То есть начинали мы с SEO-шки, с ретаргетинга, и то с ретаргетинга, который мы перепродавали, так сказать. С медийки сейчас у нас уже есть инфлюенс-маркетинг, есть Facebook и ретаргетинг, и перформанс, есть немножко аффилиатного трафика. И мы планируем дальше расширять наш спектр услуг и направлений, которые у нас есть. Стикеры забыл. Стикеры, да, то есть это тоже у нас есть посев стикеров через Инстаграм, Ютуб и так далее. Это вообще отдельная тема, то есть для меня всегда были стикеры чем-то непонятным, в серии нахер это нужно. То есть, но сейчас, понимая и умея это считать, там, да, то есть я готов закупать все, до чего сможем дотянуться, что укладывается там наш KPI, когда у тебя получается классический acquisition там $200-250 за FD-шку, то есть, но за возврат неактивного игрока там $20, то есть, и учитывая, что оно в моменте сходу там на 3 днях после реактивации окупается, то есть там для меня эти стикеры стали чем-то особенным. Но здесь, опять же, есть второй момент, который тоже видел в работе с рынком, о том, что мы-то понимаем, как это считать. То есть мы делаем промокод, то есть мы понимаем, как его вводить, он действует на активную аудиторию в том числе, мы теряем деньги там на бонусах, то есть, но глобально позволяет нам все это дело трекать и понимать, за что мы платим. Очень многие продукты просто не могут трекать там активную аудиторию, там не могут дать нормального УТП, который позволит именно реактивировать игрока, не могут считать эти невозвраты и как-то его атрибуцировать к данному сорсу. Поэтому то есть, не всегда важно уметь продавать трафик там, и его конвертировать, даже если он классный. Там, в первую очередь, это важно уметь его считать. Ключевое здесь то, что все продукты технические, они плюс-минус устроены по-разному на самом деле. И у кого-то, например, промокоды и сама вот эта бонусная система активация, трекинг работают по одному формату, да, и там все прозрачно, понятно и так далее. А у кого-то, например, это все работает костыльно. И они, например, много чего не могут предоставить для того, чтобы как раз-таки можно было трекать и работать с этим источником трафика. И последнее, конечно же, это то, что все вот эта история со стикерами, с посевом в Инстаграме, это больше именно охватная история все-таки. Где-то это может отрабатывать как в перформанс, либо же как в
возврат игроков, где-то это больше отрабатывает именно как медийка. Но в целом, при условии, что там CPM, например, если мы сравним CPM, например, на тех же прероллах, да, там 2,5, там $3, в зависимости от гео, и, например, CPM для таких стикеров, где он там стоит там 10-20 центов, ну, это ощутимая разница. Ну, здесь, опять же, вопрос, кто как считает, кто что может, кто как атрибуцирует, потому что там, ну, я не знаю, ни один продукт, кто умеет также глубоко смотреть в аналитику и оценивать возврат аудитории, ее LTV, то есть и все дело экстраполировать на косты, на стикеры, потому что, ну, то есть я очень хочу закупать сильно больше, то есть, но пока не получается. Пока не получается. По части личного бренда. Вот ты, насколько я тебя знаю, ты интроверт, то есть ты очень не любишь выступать, очень не любишь публичность, то есть, но все продвижение мистера Бустера строится вокруг определенного культа личности, назовем это так, и твоего личного инфлюенса. Как ты это переборол в себе? Сложно, до сих пор борю. Заметно? Да, говорить, если про цели, то это еще работа. Да, я интроверт, но я не потому, что интроверт, потому что я боюсь общаться с людьми, а потому что мне просто лениво было общаться с людьми. Я не хотел. Я вот жил в своем маленьком мире, что-то делал для себя, и мне было хорошо. Почему я, так сказать, решился на этот шаг? Потому что понял, что это помогает, как раз-таки репутация, все вот эти кейсы, все эти выступления помогают бустеру получить какой-то траст. Тем более все наши кейсы, которые мы рассказываем, они реальные, они с какими-то примерами клиентов, примерами креатив, цифр. То есть интересно читать даже. Вот. Это было сложно, естественно. Работа с психотерапевтом, работа с командой. Это, ну, с командой, которая меня готовит к тем же выступлениям. И это все помогает, на самом деле, потихонечку, так сказать, перебороть. Но я скажу так, что это интересно. Это на самом деле очень интересно, потому что после того, как ты ни с кем не общался, а потом начинаешь с кем-то общаться, уже чувствуется новый экспириенс, новый опыт. Но я совсем не чувствую там в твоем голосе дрожи либо страха, то есть ты свободно общаешься, атмосфера располагает. Конечно. А если говорить про то, что тебя мотивирует, за исключением денег, вот что бы ты мог назвать, что тебя двигает вперед? Деньги вообще не мотивируют. Вот смотри, если будет топ-5... Давай топ-5. Нет, в топ-5 деньги выйдут, топ-3. В топ-3 мотивирует, ответ никогда не меняется, он в течение всех годов, так сказать, оставался единым. Это интересные задачи, номер один. Потому что когда задачи неинтересные, сразу начинается выгорание, появляется лень, появляется сразу «не хочу, все, ухожу». Интересная задача номер один. То есть когда задачи разнообразные, интересные, даже сложные на самом деле, это У нас прям простых драйвит. не бывает. Ну, конечно, да. То есть это драйвит. Далее это продукт. Продукт очень важный. Даже если, например, на текущей стадии продукт там, на плохом состоянии каком-то, для меня важно этот продукт доработать, чтобы он был в идеальном состоянии, и импровить его, улучшать и так далее. И третье – это команда. Ну, я такой человек, который очень близок с командой, и для меня как раз-таки люди, с которыми я работаю, очень важны. Очень важно, чтобы мы сходились по вайбу, по энергетике и по тому, что мы можем, например, все вместе в выходные взять и работать, например, да, либо же там вечером, там, неважно, ты напишешь, там, человек сидит, отдыхает с семьей, но он тебе сможет ответить, там. Я понимаю, да, work-life balance, конечно же, поехал здесь, но... В этот момент, Леня, Ридик, отвали. Да. Окей, а если говорить про то, что тебе не нравится из того, что ты сейчас занимаешься, мне прям самому интересно, вот что самое напряжное из направлений, которое ты делаешь сейчас? Операционка. Ненавижу операционку вообще. Ну, что это операционка? Это работа с людьми? Или... Нет, именно работа с людьми, если там все хорошо, оно всегда нравится. Если там какая-то проблема возникает, ну, конечно же, не очень Бывает нравится. так, что с людьми нет проблем? Бывает, конечно, бывает. Серьезно? Не нравится именно операционная часть, именно связанная с отчетностью. Если, например, там нужно что-то там перепроверить, либо же, не знаю, там наругать людей, которые неправильно что-то заполнили. Вот эта часть именно не нравится. Либо же операционная часть именно связана с как раз-таки с какими-то организациями по обучению, проконтролировать, чтобы люди там что-то сделали, выполнили и так далее. Вот эта часть не очень нравится. Первую часть тебя Саша страхует, а второе, есть же отдел L&D, почему ты на него не делегируешь задачу? Не всегда получается все делегировать прям. Здесь, возможно, проблема моя, да. Есть точки роста еще.
Потому что мы с тобой это обсуждали, то есть я понимаю о том, что у нас есть типа классный курс аффилиатки, дофига классных курсов в медиабанге, который позволяет там вырастить джуна, сеньора там за год, за Мгм. полтора. То есть и для меня было непонятно, почему такого же нет в бустере, хотя вроде тема плюс-минус та же. Так быстро растем, что не успеваем привести все к порядку. Я назову это так. Лень, а если бы я тебе не писал по ночам в субботу, чем бы ты занимался? Отдыхал бы. Ну, конкретнее. Ну, твои хобби какие? Как ты кайфуешь? Ответ на этот вопрос я разделяю на два. То есть первое — это то, к чему лежит сердце. Раньше я занимался, очень много увлекался мотоспортом, квадроциклы, снегоходы, очень часто ездил в экспедиции, катался регулярно. Вот. Там, где снег, обожаю снег, очень много провел времени в горах. Вот. Естественно, с приездом на Кипр, к сожалению, хобби пришлось отодвинуть на второй план. И второй ответ — это, наверное, что-то связанное с тем, чем бы я вообще никогда не занимался. То есть, например, связанное с чем-то с творчеством. Допустим, не знаю, там, актерское мастерство, либо же музыкальное образование. Почему именно это? Если взять вообще всю работу, очень нравится мне именно творческая составляющая. Там, где можно там покреативить, мозговой штурм провести, подумать над каким-нибудь там сценарием для видеороликов, либо еще что-то. То есть вот эта часть мне очень нравится, потому что здесь проявляются другие функции мозга, и думаешь совершенно иначе. Вот. Возможно, что-то связано именно с творческой составляющей. Я вот этим бы, наверное, занимался. Прикольно. Рыбалка? Караоке. Караоке? Караоке. Окей, а давай посмотрим на тебя 20-летнего. Вот какой совет ты мог бы себе дать, оглядываясь на твой текущий опыт? В первую очередь учи язык, потому что язык я не так, английский язык просто, не так давно начал учить, по сути, как переехал на Кипр, поэтому сложновато. Ну, ты на английском выступаешь, что ты? Но все равно недостаточный уровень, то есть 100% сказал бы, учи язык. Второе — это начни с людьми общаться раньше, а не когда уже прижмет. То есть начинать уже больше погружаться в нетворкинг, во все эти конференции, ивенты и больше посещать этого добра, так сказать. Это сильно помогает не только в плане личного роста, но и как получение каких-то инсайтов, знакомств. Это, как мы знаем, действительно стоит того. И третье, быстрее переходи в iGaming, потому что в iGaming мне нравится. Слушай, ну если сравнивать другие ниши, там везде скучно. Я вообще не знаю, как может быть жизнь там после iGaming куда-то другое место. Финально, к чему все приходим, это iGaming. Нет, я согласен, да. Я работал в разных, по сути, и бинарий Форекс, крипта, и пришел к iGaming. Бинарий Форекс, да, если мы сравниваем бинарно-опционный Форекс и iGaming, там присутствует азарт, есть схожести, так сказать. Есть общие способы по привлечению трафика, каналы общие, по сути. Единственное, отличается именно позиционирование продуктов, что там больше так финансово, серьезно. Особенно бинарные опционы. Конечно, да. Еще то казино. Вот. А в iGaming все-таки именно азарт и так далее. Но схожесть есть на самом деле, да. Окей, ну давай перейдем к моим традиционным двум вопросам. Первое. Был ли какой-то период жизни, в карьере, когда ты хотел все бросить и там уйти в монастырь, сидеть дома, книжки читать? Каждые выходные. Каждый раз, Саша, когда ты пишешь. А серьезно? Это серьезно, да? Нет, серьезно, это серьезно. Нет, было очень много переломных моментов, потому что часто перегорал, когда работал именно в рамках продукта, в рамках одного продукта, в рамках каких-то одних направлений, и это приводило к тому, что я уходил и менял типа род деятельности, либо же проекты, компанию и так далее. Вот. Но если прям из последнего вспомнить, то это, конечно же, переезд на Кипр, потому что ты живешь в одной стране, в Санкт-Петербурге, красивый город, обожаю, культурная столица, кстати. Вот. И тебе приходится резко менять все. То есть менять круг общения, у тебя плюс еще семья, ребенок, собака, и всех это нужно перевести, тебе нужно полностью выйти из зоны комфорта, все начать подстраивать под себя по новой, там, не знаю, школа, садики, медицина, вот это вот все. А я, например, там, когда жил еще в России, даже за коммунальные услуги не платил, все занимала жена, я даже не совался туда. А здесь, естественно, все по-другому, все по-новому. Какие-то вопросы связаны с банками, вопросы связаны с медициной. Естественно, здесь пришлось полностью все это адаптироваться. И типа первый год был тяжелый. Не было знакомых, друзей, никого, потому что переехал
по сути, в незнакомую страну. Вот. Поэтому я думаю, что да, именно переезд на Кипр был такой один из самых сложных моментов, так сказать. Но сейчас я обожаю этот остров. Я нашел свой круг общения, нетворкинг. Все выходные расписаны, поэтому кайф. Ну, я так понимаю, не жалеешь. А если говорить о будущих гостях подкаста, кого бы ты хотел видеть среди гостей? Блин, кого бы хотел видеть? Да много кого, на самом деле. Сложно выбрать. Кого-нибудь из брендов, которые, так сказать, в плане медийки очень хорошо взрывали интернет. Очень хотелось бы послушать людей, которые работали с ретаргетингом, с медийкой. Блин, сложно прямо сейчас сходу сказать. Кого-нибудь, например, из стейков, если это возможно. Кого-нибудь, например, из B365. Либо же... Блин, да сложно, хер его знает. На самом деле SEO B365 это вот для меня ориентир, то есть на кого я смотрю, кто умел, там, строил бизнес с нуля, причем во времена, когда интернет еще не был мейнстримом. И там мне кажется, что они очень похожи с Мариной там по вайбу, по стилю управления, там по целеполаганию. Возможно, да. Лень, спасибо большое за то, что уделил время, за то, что пришел. И, собственно, сейчас для всех наших подписчиков будет небольшой сюрприз от мистера Бустера. Лень, продолжай. Мы, на самом деле, хотим тоже запустить такой же формат с подкастами. Кто будут гости? Пока что это секрет, мы еще думаем. Вот. И сейчас мы хотим запустить конкурс. Кто в комментариях напишет и предложит типа лучшее название для этого подкаст-шоу, мы ему подарим Mac Mini. Поэтому пишите, мы все прочитаем, залайкаем обязательно. Да, не забывайте подписываться, ставить лайк, перекидывать друзьям. Нам это очень важно. Конечно, конечно. Обязательно лайки, подписки. Это без этого никуда. Спасибо.